Здрасте. Слушай, ну не начинай, я тебя прошу. Вы что, сговорились все, что ли? Нормальный пиджак у меня. Ты лучше скажи, что ты насчет Японии решила. Неплохо держитесь, Василий Петрович. Так и не скажешь, что вы в политике всего 100 дней. А я быстро учусь. Кофейку? Нет, спасибо. У меня от кофе в голове шумит. И не стоит. Президент голову должен беречь. Правильно. Простите. Да ради бога. Да, мам. На программе. Да, я помню, сразу после программы домой. Обещаю. Василий Петрович, у нас минута до эфира. Пойдем. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу. Вот тут набью тату, слуга народа. А где горошек, Петь? Ты забыл горошек купить. Давай быстро. Погоди, ну интересно. Давай. Ну все, готово. Молодец. Ну что, все закрутил? Мы продолжаем диалог. Теперь застегни. Я еще напомню, что сегодня наш диалог о коррупции. А, Василий молодец. Петрович, а можно хотя бы в двух словах? В чем заключается законопроект? А да вкратце все просто. Где украл, туда верни. Ну вот, к примеру, наколдовавший министр здравоохранения себе на новый дворец должен вернуть его к государству. Мы его конфискуем, переделаем его в больницу для обыкновенных украинцев. Мало того, назвать еще в честь коррупционера эту больницу, чтобы его дети и внуки ходили и помнили. Вот такое мы поддерживаем. Я не понимаю, что ты поддерживаешь вообще? Ты что поддерживаешь? Вы на что агитируете людей? Хватай, отнимай, отбирай, грабь награбленное. Но мы это уже проходили. Я имею в виду нашу страну. Раскулачивание, репрессии, а потом и что? Массовые расстрелы? Вы меня извините, Василий Петрович, где это видано такое? А вы не знаете, Юрий Иванович? Нет, я не знаю. А я вам скажу. В Китае. Однажды великий Конфуций сказал, что, передвигая горы, нужно убирать мелкие камушки. В Китае избавились от этих камушков в одночасье. Большую часть взяточников они просто расстреляли. Простите, а большую это сколько? А ты что? 2万次. 20 тысяч. За раз. Отпустите меня! Ну, пожалуйста! Ну, вы не имеете права! Пожалуйста, я все скажу! Я обещаю, я клянусь, я знаю все! Пожалуйста, отпустите меня! Ну почему я? Почему нет от толстого Карасюка? Садись. Вот так Юрий Иванович поступает в Поднебесной. А вы знаете, что ваши поднебесные со всеми своими расстрелами находятся на 152-м месте по уровню коррупции? А мы всегда об этом говорили. Смертная казнь у нас не пройдет.
Я согласен. Может быть, это не метод. Дело глаголишь, боярин. И что думали, стрелять? Смехота! Что за смерть да без мучений? Подойди-ка, мил человек, скажу кое-что. Надо, чтоб мучились окаянные, на кол сажать, колесовать, чашечки коленные дробить, свинец раскаленный в рот заливать. Иван Васильевич, но это же незаконно. Так ты же и есть закон. Ты царь. Я никакой не царь. А кто ты? Ты чих будешь? Что значит чих? Фамилия твоя как? Голобородько. Голобородько? Шут у меня был Прошка Голобородько. Остряк. Так я ему языки вырвал. Жестко. А иначе никак. Не знаю, может быть, у вас в 16 веке никак. А мы попытаемся все решить демократическим путем. Получилось же у скандинавов, между прочим, ваши предки, победить коррупцию законно. Да что ты несешь, окаянный? На Руси человек другой, дикий. Он по-доброму не понимает. Поэтому потянулась рука руби. Не буду я никакие руки рубить. Тем более вы прекрасно понимаете. Дело не в руках. Все у нас проблема здесь, в головах. Так значит, головы руби. Испокон веков на Руси так делали, и ты делай. Ты же русский царь. Опять 25. У вас что, заело? Я никакой не русский царь. А кто ты? Я украинский президент. Какой еще украинский? Князь Киевский, что ли? Ну, если вам удобно, пожалуйста, называйте меня так. Ну и как вы, братцы? Все под ляхами да литовцами, а? Потерпите, родненькие, потерпите. Скоро мы вас освободим. Нет, спасибо, не нужно нас освобождать. Как это? Так мы идем в Европу. Что? Да в какую Европу? Ну, в Европу мы идем. Мы же славяне, мы одной крови. Что ж вы опять про кровь начинаете, а? Вы идете в одну сторону, мы идем другим путем. Вот давайте в разные стороны пойдем, лет через 300 встретимся и поговорим. Какой другой путь? Ну, у нас свой путь, другой путь. Какой свой путь? Такой, свой это другой, не такой, как у вас. У вас один путь, у нас же один путь, да, у вас один путь, а мы выбираем разный. Такой, у нас свой, у вас другой. Эй, как тебя? Слышишь? Эй, ты. Ну как не с нами? А? Как не с нами? Каким другим путем? Слышишь? С кем же вы тогда? С кем вы? С кем? С кем же вы? С кем? С Угандой и с Коморскими островами. Я хочу напомнить, что именно они являются нашими ближайшими соседями по уровню коррупции. Петя, иди за горошком. Погоди, сядь, послушай, что происходит. Выходит, что все слова сказаны. Мы зашли в тупик. Вопросов больше, чем ответов. Выходит, что Украина действительно не может побороть коррупцию. Василий Петрович, а может быть, если не получается победить коррупцию, ее нужно возглавить? Тем более опыт получения взяток во благо у вас уже есть. А если все правильно организовать, это может быть не 50 миллионов, а 50 миллиардов? Возможно, но это место уже занято. Что это было? А это было объяснение судьи Печерского суда Царьковой некой. Смешно. Слушай, а вот еще интересно. А как объяснил происхождение 40 тысяч долларов у себя в сейфе некий глава фонда госимущества Чечеткин ВП? Прийшовши сьогодні на своє робоче місце, я виявив у себе в кабінеті невідомий предмет, схожий на сейф. А викликати міліцію не встиг я, тому що вона увірвалась в мій кабінет без виклику. Поклала мене лицем на підлогу і, відкривши сейф, виявила там бумажки, внимание, схожі на доляри і стекляшки, схожі на діаманти. Ні сейф, ні доляри, ні стекляшки мені не належать.
А вот еще знаете, что есть? Пояснительная записка замминистра экологии по поводу 20 пар эксклюзивных часов. Значит, в детстве у меня не было наручных часов, в то время как у большинства сверстников они были. Это обстоятельство очень меня расстраивало, и с годами детская обида переросла в психическое расстройство. Теперь все заработанные, прошу заметить, честным трудом деньги я трачу на покупку очередных часов, порой лишая себя и своих близких жизненно необходимых вещей, таких как хлеб, молоко и долгий перечень продуктов. Да. Их точно нужно печатать в какой-нибудь газете, урядовый курьер. Заодно привлечь читателей к правительственной газете, потому что сейчас читаемость равна нулю. Еще одна хорошая идея ваша. Даже не знаю, как вас за все вообще благодарить. Не знаете? Не знаете? Ну, я попробую вам подсказать. Все? Думаете, достаточно? Мне кажется, это только начало. Нет? Может быть. Мне так кажется. Это ваше? Нет. Видимо, остался от бывшего. Это не просто тетрадь. Это черная бухгалтерия. Другими словами, теневое акционерное общество под названием «Украина». Здесь все. Госучреждения, схемы, суммы. Я прошу прощения, а фамилии? Фамилии там есть? Фамилии фигурантов были зашифрованы. Но мы нашли зацепку и потянули за ниточку. Миша, за какую ниточку? Проходите, проходите, садитесь. Ну что, вы подумали? Бугай. Я готов к сотрудничеству с властями. Прекрасно. Как вы на меня вышли? Вы знаете, это было несложно. В этом городе вы единственный банкир с фамилией Бугай. Рассказывайте, рассказывайте. Что тут говорить? Я каждый месяц сдавал долю, чтобы мой банк не трогали. А кто такая Миледи? Я ее не знаю. Я все деньги оставлял в камере хранения. Ну, значит, не будем изменять традиции. Езжайте в камеру хранения. А дальше? А дальше уже наша забота. Разумеется, это была секретная операция, о которой знал узкий круг людей. Очень интересно. И что было дальше? Что было дальше? А это что, игрушка какая-то, ну что? Оно само играет или ты... Да в чем дело, в конце концов, объясните? Чего втыкаете в монитор? В сумку с деньгами Бугая мы вшили маячок. Теперь следим, куда приедет наша сумка. Бугай – это банкир, это что? Да. А если деньги переложат в другую сумку? В принципе, на это и расчет, понимаешь? Перегрузят, начнут пересчитывать. Ну, главное, чтобы к деньгам прикасались. А не в этой? Ну, деньги обработаны этой люминесцентной краской. Нифига себе. Посмотрите, куда они приехали. И куда же приехала эта сумка? Не поверите, в главный правительственный корпус нашей страны, на ВДНХ. Посредь бела дня у людей ничего нет. Ни страха, ни совести. Где масса охраны, милиции, все чиновники, первые лица нашей страны. Люди пронесли миллионный Колым. А кому? Кому занесли? Кому? А прямо сейчас и узнаем. Я попрошу выключить свет. На секундочку. Можно, пожалуйста? Юрий Иванович,
оставайтесь на месте. А я никуда и не ухожу. Уведите его. Дамы и господа, только что на ваших глазах был арестован глава коррупционной схемы. Им оказался премьер-министр Украины. Браво. Браво, господин президент! У меня нет слов, только один вопрос к Юрию Ивановичу. К сожалению, я не успел его задать. А почему миледи? Мы сами не знаем. Для нас это тоже загадка. Да нет никакой загадки. В студенческом театре, в котором играл Юрий Иванович, не было девушек, и все женские роли исполнял он. Одной из них была роль миледи в «Трех мушкетерах». Откуда вы знаете? Прочитала. Юрий Иванович издал свои мемуары «Мой путь». Ё-моё. Мы все перерыли, а надо было просто книжку прочитать. Господин президент, может быть, вы что-нибудь скажете в финале? Что я могу сказать в финале? Это только начало. Схлопочет пятнашку. Юрец на киче. Вот развязка, а? С таким погонялом, я думаю, ему на зоне не поздоровится. Да, не вовремя эта тетрадка всплыла, она нам весь сценарий обгадить может. Ну, тетрадка, главное, остальное все уничтожит. А если юрец трепаться начнет, а? Отрежем язык, зажарим и сидим. Хреновий денек. І Савіцький облажався. Цей День Незалежності Україна точно запам'ятає надовго. Сьогодні в прямому ефірі політичного ток-шоу за підозрою у скоєнні ряду корупційних злочинів був заарештований прем'єр-міністр України Юрій Чуйко. Після прем'єра президент Голобородько звернувся до усіх чиновників та пообіцяв покарати навіть за найменше хабарництво. Чи допоможуть всі ці кроки? Та чи одужає держава від корупції в час? О, какая тетенька у нас нарисовалась. Как мама. Все кости мне перемыли. Да я не понял. Ты надолго или как? Не ешь ничего. Пьешь он. Синяки под глазами. Ну и что, сейчас что-то придумаем. Праздник же. За День независимости. Не-не, мне нельзя. В смысле? Если будет девочка, то назовем Рита. Так мама попросила. Давно? Врач сказал 2 месяца. Ну ладно, я вещи пойду занесу. Вещи мелко! Мама! Ау! Слышь, папа, где ты ходишь? Ты все пропустил. Премьер-министра посадили. Ничего себе, сходил за дорожком. Васька посадил. Ну а кто? Мужик весь отца. Иди переодевайся, Петь. Привет. Вась.
Это Аня, знакомься. Очень приятно, Мария Стефановна. Здравствуйте, очень приятно. Проходите, пожалуйста. Спасибо, проходи. Да. Васенька, возьми горошек. Угу. Миш, ты считаешь это нормально? Добрый вечер. Добрый Вась, вечер. прости, я думал, я не понадоблюсь. Я знаю, о чем ты думал. На, держи. Фискальный банник. Начинается. Вот он, герой дня, здорово. Привет. Слушай, Василий, не ожидали, удивил. Знакомься. Здрасте, Света. Здрасте, Аня. Не могу не предупредить. Так сказать, чисто из женской солидарности жить с ним невозможно. Спасибо, сестричка. Миха, аналогично. Мишутка, не слушай его. Ну, я запомню. Ну, мама, ну, па! Давайте уже. Здрасте. Здрасте. Слава Украине! Героям слава! Вот, познакомьтесь, это Оксана. Петр Васильевич, очень приятно. Мария Стефановна. Дуже приємно. Это моя помощница. Да. Проходите. Спасибо. Пойдем. О, Тесса, смотрите, кто пришел. Здрасте, здорово, банда. Ничего себе, привет. Привет. Здрасте. Проходите. Проходите. Слушай, нехилый пиджачишка. Спасибо. Присаживайся. Рубашка идет. Ань, познакомься, это мой папа. Здравствуйте, Аня. Петр Васильевич, очень приятно. Ну а тебе, Васек, отдельное спасибо за премьер-министра. Да, так он бы пораньше этого упыря посадить. Ну что, молодежь, мои наливочки? Да. Давайте, все будут, давайте. Давай. Так, наливочка, бомба. Серега, а что ты нас не знакомишь со своей спутницей? Светлана Петровна, мы знакомы. Я Оксана, помощник Сергея Викторовича. Я не узнала. Ничего себе. Угощайтесь, Аня. Ну, такая, да, скорики будут? Уже помирились, едут. Турпродукт. Да ладно, а Колька с Димкой обещали подъехать. Ну, давайте. Что я хочу сказать в этот день? Дмитрий Васильевич, я... Вымотались на репетиции, уснули прямо сразу. Спасибо, что Димку забирали, потому что, я бы точно не успела. Пустяки. Ну что, я вызвала такси, поэтому будем ехать, наверное, потихоньку. А у меня есть встречное предложение. Какое? Поехали ко мне. К вам? Да. Куда? За город. За город? У меня большой дом. Завтра выходной, сегодня праздник, все-таки День независимости. У меня есть бутылочка вина, шашлыки, свежий воздух. Дети устали, не хочется их тормошить. Да, я не знаю. Ну, а я знаю. Поехали. Вот только потому, что свежий воздух. Ольга Юрьевна. Аккуратно, аккуратно. Сестрички. Тихо, аккуратно. Вася, это симулянт. Даже меня нет. Папа, чем ты красишь? Папа, не красит. Алло. В этот раз она фасоль забыла положить. Куда фасоль? На огород. Да, мам, ну что, сегодня день горошка. Сегодня день независимости. Так, Вася, ну давай уже, наливай быстрее, говори что-нибудь. Мы ждем. Уже говорю. Ребят, мам, пап, вы все моя большая семья. Я вам очень благодарен. Мы так редко встречаемся за этим столом, но только здесь, дома, я чувствую себя в полной безопасности. Чувствую вот так бы всю жизнь. Что ж такое? Я только начал говорить тост. Тебя президент России. Какой президент России? Кто? Путин? В России уже другой президент. В смысле? Давай. Алло. Здрасте. Слушаю вас. Вы? Скоро выбирать его. Так надо знать его. Отца его, мать его.